Тропа ведьм. Один из самых известных пеших маршрутов Германии. Она проходит через горы Гарц, примерно 100 километров от города Астероде до Тале. Маршрут идет через все, чем знаменит Гарц. Старые шахты, плотины, леса, болота и вершина Брокен. Самая высокая точка региона – 1142 метра. По легендам, ведьмы собирались здесь в Вальпургиевую ночь, чтобы встречать весну. Об этом писал Гёте в Фаусте, и с тех пор гора Брокен и весь регион стали символом немецкой мистики. Современная тропа появилась в 2003 году. Ее создали туристические клубы Гарца, чтобы соединить старые горные дороги и показать разнообразие региона. По пути можно собирать печати в паспорт, это вроде игры для путешественника, ставишь штампы на контрольных точках и в конце получаешь значок о прохождении. Очень похоже на Сантьяго де Компостела, только без сертификата в конце. В среднем маршрут занимает около 5 дней. Идти можно в обе стороны, но классический вариант от Астероде до Тали. Лучшее время с мая по октябрь, когда нет снега на перевалах. В этом видео я покажу, как выглядит этот маршрут на практике. Каждый день пути, расстояние, гостиницу, еду, погоду и все, что стоит знать, если вы тоже захотите пройти тропу ведьм. Очередная боль. Не могу одеть свой этот чертов дождевик. У меня для себя отличные новости. Ну что, я на вершине. Сегодня плутаю по лесу. Как можно было потерять куртку? Все. Вот я и сижу на вокзале. Ну что, готово? Ну, все уже. Привет. Ну что, сегодня мы пакуем чемодан и отправляемся в Германию. Но отправляемся не сегодня, но начинаем паковаться. Сейчас взвесимся с рюкзаком. С рюкзаком 75,6. Это очень часто под нашими видео, да, наверное, не только под нашими, а вообще, в принципе, люди спрашивают, что вы берете в своих рюкзаках? Сейчас я покажу, что мы берем в своих рюкзаках. Я буду идти 90 километров. Ночевать я планирую в хижинах. И... Ну вот, 69 килограмм. Без рюкзака. 76? Угу. 76. 76 с рюкзаком. То есть 7 килограмм рюкзак, да? И это учитывая, что ты еще гидратор не наполнила? 7. Ну, 7 я планировала меньше. Ну ладно, 7 килограмм. В принципе, здесь почти все вещи лежат, кроме воды, еды, палок и каких-то там еще вещей, которые там в итоге, в конечном итоге, наверное, все-таки упадут. Так, итак, значит, иду я 90 километров. Тропа ведьм. Или Герц, в горах Герца, по-моему. Что там еще нужно знать? Осень. Я пойду где-то с 4 октября по... Планирую, до 10. В принципе, ее можно пройти, 90 километров. Можно пройти за 3 дня, можно пройти за 4, можно пройти за 5. По-разному. В чем я иду? Иду я, так как будет осень, и планируется по прогнозу неделю идти дождь, от 2 до 3 капелек, это, короче, будет очень интересно, то я пойду в осенних уже. И у этих это новые, я практически в них не ходила, это Солева, но так как это Гортекс, то есть, в принципе, у нас обувь Солева это уже не первые, так что я Можно надеюсь... сказать, что это стандарт. Да, вот. Не знаю, многие ходят в кроссовках, может быть, не знаю, я не пробовала в кроссовках ходить, у меня и так всегда ноги болят, поэтому я стараюсь максимально, себе жизнь облегчить. Итак, самая большая тайна, что же в рюкзаке? Он упакован так очень по-быстрому, просто посмотреть, все влезет или нет. Температура будет, на самой горе Брокен, она где-то может быть около 0, но в среднем будет где-то +8, +16, то есть не морозы, но обещают, но дожди.
Поэтому теплые штаны, ну это теплые, это осенние, они с байкой, под вопросом. Но они влезут, так что чисто теоретически обувь для хижины, классика, чтобы что-то переобуть. У меня обычные кроксы. Вот, они легкие, удобные, в них, в общем-то, в любое место можно идти. Дальше, так как будут идти дожди, я практически все буду упаковывать в пакеты, которые не промокают. Потому что, да, есть большой шанс, что будет все время мокро. Из-за этого же я беру побольше сменной одежды, чтобы, если она не будет высыхать. Это у меня раз майка на мне и одна майка. Это майка с мерино. Одна быстро сохнущая. Это низ от штанов вот от этих от шортов. Эти я тоже не знаю, буду брать, не брать. Еще надо будет докупить. Термо, потому что мое за время пути немножко успела подрасти. Надо купить термо. Его тут нету. Вот. Майки, значит, 2 майки. Штаны запасные. Одни вот эти шорты. И термо. Тут носки. Носков я взяла много. 4 пары, потому что, опять-таки, будет мокро. Поэтому 4 пары носков. Носки-трусы здесь. Куртка слева. Непромокаемая. Супер-пупер. В общем, супер. Удобная, протестирована ей уже лет 5. Идеально. Еще один пакет. Здесь у меня шапка. Пуховик. На гору Брокин, потому что будет холодно, 100%. И жилетка пуховая. А нет, это синтепоновая. Синтепоновая тоже ей уже, не знаю, Она на самом деле не пуховая и не синтепоновая, она шерстяная. Шерстяная. Там Ну, в внутри общем, шерсть. тоже солева, тоже, короче, вот, не знаю, все вещи, которые мы покупали, это супер удобно. Тут косметичка, тут зубная щетка, там вот, в общем, короче, все, она здоровая. Не уверена, что она в итоге поедет. Есть еще меньше. Может быть, она заменит. Но тут, в общем-то, вся косметика. И что? Спальник. У меня спальник, получается, это пингвин. Он идет на комфорт +2. Лимит -4, ну и экстрим -20. -20 я, наверное, у меня просто буду замерзать. Но я надеюсь, что там не будет температур. Что тут еще есть? Ну, пенка, понятно. Посидеть где-нибудь под дождем. Гидропак тоже. Что? Тут полотенце, тут фонарик. Фонарик обязательно, потому что осень, уже будет рано темнеть. Ложка своя. Тут всякие пластыри, таблетки, в общем, все, что нужно. В этот раз я еще с собой беру набор красавчик. Потому что в прошлый раз у нас что-то порвалось, и нужно было зашить, и нечем было зашивать. Поэтому, в общем, в этот раз у меня даже есть пуговицы. Я смогу пришить себе пуговицы. Не знаю, тоже насчет этой штуки не уверена, но может быть. И последнее, что еще есть здесь, это вот тут вот. Ну, тут еще, кстати, рейнковер есть, это для рюкзака, но, не знаю, скорее всего, не пригодится, потому что есть у нас такая штука. Это водонепроницаемые штаны и, как это, пончо. В общем, вот эта штука на камина, если кто-то смотрел, это... Она одевается полностью, и в ней, когда вот если целый день идет дождь, то в ней супер удобно. Она не пробивается, не проливается, и она на рюкзак одевается, и вы идете и радуете жизни. Вот. Единственное, что одному ее одевать на рюкзак, наверное, будет не очень удобно. Это норм, я думаю. Сейчас потренируешься. Все. Вот мои 7 килограмм. Ну, вот эти килограммы, я думаю, что не идут в зачет, да? Ну что, 6:52, и через час я уже буду в аэропорту.
и отправлюсь в свое первое самостоятельное путешествие на 4 дня. 5. 4-5. Ну что, Юлька, готова? Не знаю. Правильный ответ такой ситуации? К такому нельзя быть готовым. Ну и, в общем-то, как обычно, перевозим рюкзаки, полностью заматываем вместе с палками. Проблем еще не было, все доезжало. Смотрим, как будет оказаться. Welcome on board, everyone. Today's flight is fully booked. Tonight, and for the treating you, but fasten your Такая ситуация. Из-за того, что я час искала в аэропорту свой багаж. В общем, только что была история. На ленту мой багаж не пришел. Я обошла весь аэропорт. В общем, если вы столкнетесь с такой историей, то вам нужно идти в отдел, где всякие, если у вас нестандартный багаж, где всякие лыжи и прочее. Я пропустила свой поезд, поэтому я пошла по другому пути, поехала на железнодорожный отдел и купила билеты с 3 пересадками, то есть мне сейчас надо будет добираться там на лошадях. Вот. И как только купила билеты, оказалось, что мой поезд задерживается еще на час. Из-за этого предыдущие 2 стыковки, естественно, тоже задерживаются. По законодательству Германии, если у вас поезд стыковки вы купили, они задержались, вы можете воспользоваться любым следующим поездом, идущим в том же направлении. Как это работает, я не знаю. То есть я в душе не знаю, как мне потом искать платформу, которая идет туда, куда мне надо. Приключение начинается. Ну, в общем, зашла я в информационное окно, и мне дали распечатку, и я тут же успела еще на поезд, сейчас я еду до Сизена, и там пересаживаюсь уже до Старода. Ехать до самого Сизена где-то час, а до Старода потом 15 минут. Ну и все, вот моя последняя пересадка. РБ-46, и через 15 минут я буду, надеюсь, в Остероде. Ну все, 800 метров, и я должна, по идее, дойти. Начинается небольшой дождь. Мы пока ехали, там где-то такой прям сплошной ливень. Вот. Приключение, конечно, добраться в этот Остерода, если вы без машины, такое нормальное. Угу. Ни разу не просто. Но реально. Итак, дом, которому 500 лет. Пойдемте посмотрим. Вот так написано. 80 квадратов. Раз кровать, 2 кровати. Это женский туалет. Это мужской туалет. Это кухня. Здесь такой запах, мне передается, какой-то кислый. И вот моя спальня. А вот это вот все. Окошки. Вот там. И вот там. Вот. Вот такой вот дом. Вот такой тут вид из окошка. Да, уже такой осень. Ну вот, сейчас мы с вами пойдем. Значит, какой сегодня план? Какой план? План сегодня, значит, целый день мы в Остероде. Я сейчас хочу пойти к началу тропы посмотреть, может пройтись чуть-чуть, посмотреть, как оно, что оно.
найти паспорт купить или посмотреть, поскольку завтра открывается офис, позавтракать, прогуляться еще раз по красивому этому городу. Ну и в принципе все. Собственно, паспорта. И это инфоцентр. Пока он закрыт, вроде с 10 откроется. Но непонятно, в понедельник или нет. А вон карта, которую мне тоже было бы неплохо взять. Ну вот, собственно, информационное табло на месте старта о этом маршруте с картой, с расстоянием 94 километра. Ну, вот я бы сказала, больше похоже на начало тропы. Я вышла, поднялась, может, метров на 100, вышла из такой части населенной. И что тут, собаки какать нельзя, но она выцвела, так что, наверное, уже можно. Какой-то веломаршрут идет. И там, наверное, в кустах какой-то начинается заповедник. Вот. Ну и везде, собственно, вы будете видеть, это показать. Ну вот отсюда выходишь, там дальше остается Эстерода. Завтра я уже буду с рюкзаком здесь идти. А сегодня такой, может быть, до дамбы дойду или до замка, посмотрим. Значит, спросим у этой женщины, как же она 40 килограмм носила. Женщина, как ты носила 40 килограмм? А вы сможете? Я нет. Интересно, это вообще... Мне кажется, они просто байтят на то, чтобы люди пробовали. Хотя чисто теоретически здесь дырочка есть. То есть, возможно, и вот тут стесано, что люди поднимают. Но это точно не мой случай. У меня рюкзак 8,5. Так что до этой женщины мне еще 4 раза. 5 даже. В общем, я прошла, наверное, километра 4, может 5 по этой тропе. Вообще она идет, ну, прекрасная дорога, подъемы очень-очень пологие. Вот. Завтра, надеюсь, погода будет хотя бы такая же, как сегодня. То есть дождь идет. Дождь может так пройти такой, только как водопад такой. 2 секунды, все, солнышко светит. Вот. Итак, первая печать на маршруте 140. Здесь есть где-нибудь? Ну не завтра будем смотреть, завтра будем ставить. Вот такая вот, сейчас я пойду еще на смотровую. А тут вот такая вот беседочка. Так, ну что, я на сегодня разворачиваюсь. Я сейчас в Вессельплаце. Это от Астерода буквально 5 километров. То есть час ходьбы. Вот. Прошлась такой дорожкой, очень интересно здесь камни, очень красиво. Погода такая дождливая. В принципе, нормально, можно идти. Нет такого, что дождь идет постоянно. То есть успеваешь подсохнуть, успеваешь пофоткаться. Вот. Людей почти нету. Встретила, может, 3 человека по пути. Именно тоже туристы, все. И почти все одни шли. Так что здесь по поводу безопасности, конечно, в конце я расскажу, как здесь идти девочке одной, но на текущий момент каких-то там проблем я здесь не вижу. Ну, пока я иду по прекрасной дороге, лесной, но горной, но никаких тут опасностей нет. Ну, кроме что, видите, даже место жертвоприношения и то на замке. Кто знает, почему в беседке костровое место на замке.
так что открывается, наверное, только в отпрыгиваю ночью. В общем, расшифровала я, почему же эта беседка закрыта. Есть там... Случилось, что здесь, на бывшем месте отдыха погонщиков ослов, которые перевозили на своих вьючных животных товары и грузы, в основном зерно для хлеба, из Астеротского зернового склада для горняков в Верхнехарском районе, 17 июля 1955 года местное отделение Хартс-клуба в Лерхабе построили хижину из еловых жердей и коры, которую осветили и назвали «Хижина лесничего». 50-летие хижины отмечалось в 2005 году богослужением и народным праздником. И в ночь с субботы на воскресенье 2 апреля 2011 года хижина полностью сгорела. Пламя уничтожило популярный домик для отдыхающих на маршруте. И новое строительство хижины завершилось в июле 2011 года. И чтобы предотвратить подобные пожары, вход теперь оборудован металлической дверью. Надпись в оригинале на табличке гласит: «Путник, я защищаю тебя от ветра и непогоды, от злых рук мальчишек будь моим спасителем». Вот к этой дамбе я сейчас собираюсь спуститься. Река Соса, как-то так называется. И уже возвращаться. То есть на сегодня я пока все. Виды здесь просто офигенные, конечно, фотоаппарат точно нужно брать с собой. Ну и вот такой вот дорожкой мы сейчас пойдем к дамбе. Вот я и пришла к этой дамбе, которую мы снимали сверху. Рядом есть тут парковка, туалеты. В общем, все есть. Ну что, пошел дождь. Пойдем домой, дождь. Я все удивляюсь, где все отели Вестероде? Они превращаются в вот такие вот атмосферные заброшечки. Там внутри занавески висят. Ну что ж, настоящий Silent Hill, если честно. Ну, посмотрите, в каком месте, то есть, чтобы вы понимали, этот отель находится в самом лесу. Если бы он работал, я бы здесь остановилась 100%. Как так? Что случилось? Салон Peugeot и Citroën. И тоже все заброшено. Что случилось в этом городе? Самый большой музей в городе, где, собственно, находится кресло ведьм, и можно поставить заднюю печать. Оказывается, внутри вход бесплатный. Так что и работает по воскресеньям с 2 до 5. От этих домиков невозможно оторваться, перестать их фотографировать. Это, конечно, что-то непередаваемое. Особенно, что здесь нет людей. Вообще пусто. Создает совершенно такую атмосферу. В общем, сегодня день, перед тем, как я начну, собственно, свой путь, я целый день сегодня ходила, прошла кусочек пути, где-то километров 5, и вернулась потом через дамбу. Прогноз погоды пугает. Мало того, что дожди, штормовое предупреждение, гроза. В общем, все прелести жизни. Я надеюсь, что прогноз, как обычно, хуже, чем он будет на самом деле. Вот. Потом я забронировала на завтра гостиницу Вальтельнау. Там, получается, комната с ванной собственной, 70 евро на человека. Вот. Посмотрим.
Там нету круглосуточной стойки регистрации. Я там указала, что я прибуду с 6 до 7. Я посчитала, что если я выйду в 10, а раньше я точно не выйду, потому что мне нужно купить паспорт. Так вот, если я выйду в 10, мне надо идти где-то 7-8 часов спокойным шагом. 25 километров. Вот, то я даже если буду идти 8 часов, то я в 5 приду. Вот, плюс еще час, ну, скорее всего, больше, потому что я фотографировать буду, медленно идти. Если будет очень большой там дождь, снег, ветер, ураган, то есть вообще, возможно, я буду просто уходить с тропы и уже добираться общественным транспортом до Литвинау, если я увижу, что это действительно опасно. Вот, я надеюсь, что нет. Но да, я немножко переживаю. Вот, хотя я посмотрела, там дорога вообще идеальная. Вот это то, что я видела. Посмотрим. Не знаю. И еще что я сделала? Я забронировала именно гостиницу на горе Брокен. Но там есть нюанс, что на самом... Эту гостиницу нельзя через Booking забронировать. У них есть сайт на немецком. И немецкая стоимость. Там есть календарь. Написано, что с 7 по 8 нету места. Красненькие. Но я все равно написала, что типа вот я вот 7 на 8 хочу остановиться в вашей гостинице. Если будут места, то я там остановлюсь. Если нет, то я, скорее всего, остановлюсь рядом. То есть я сразу пойду в этот день не на гору, а в город рядом. И потом на следующий день я просто проложу маршрут, чтобы подняться на гору уже без ночевки там и уже продолжить маршрут. Но я очень надеюсь, что мне удастся переночевать на горе Брокен. Ну, потому что там, на самом деле, нету рядом населенных пунктов, с таких, с которых бы просто было бы дойти. То есть подъем на гору Брокен и спуск — это, по сути, вот просто один день. Так что я надеюсь, что они все-таки напишут, что у них есть одно место. Но не знаю. Вот. Ну, я попытаюсь. Ну, и плюс еще все эти прогнозы погоды с грозами, штормовыми предупреждениями, это тоже, конечно, все может изменить мои планы. Но на гору Брокен идет поезд. То есть, если вдруг будет так, что погода не будет позволять идти, я поеду на поезде. Ну, планирую так. Там какой-то старинный поезд идет, такой еще с дымовой, короче, очень красивый. То есть, в любом случае, это очень интересно. Я хотела подснять. Вот. Вот такие планы. То есть, по сути, до горы Брокен я уже забронировала. А с горы Брокен там буквально останется 1,5 дня. Там уже не сильно много деталей. Вот так вот. 2 часа идет дождь. Что-то нереальное. Дождь не прекращается. У меня капает уже просто отсюда. И они написали, что у них нет мест. А вот еще одна шапка. И это, конечно, такая себе новость.